Ясно. Вот по этому вопросу как бы понятно. Вот, ну, раз уж мы касаемся темы сирийского конфликта и вопросов журналистской этики и журналистской наживы, вот объясни, пожалуйста, как ты понимаешь, почему сейчас основное внимание масс-медиа привлечено в Сирию? Все, скажем так, крутые военкоры, там, именитые, они сейчас там, а на Донбассе остались здесь единицы. Вот, и почему в масс-медиа, в тех же новостях Донбасс отошел куда-то на задний план, практически не показывают, хотя бои здесь идут до сих пор. Почему бои не показывают? Потому что вот я как-то с большим трудом получается добиться, чтобы выехать на передовую. Это А. Б. То есть это работа, скажем так, здешнего Министерства обороны, его просчеты, да, то есть как бы нежелание идти на контакт, как-то не знаю. Ну я не знаю, короче. А именитые, которые там сейчас, там движуха, там каналы в лице продюсеров хотят иметь картинку и выделяют на это деньги. В нашей профессии деньги решают больше всего. Потому что какой бы ты там порядочный не был, какой бы ты там офигенный профессионал не был, как бы ты там не стремился помогать ребятам и не засвечивать, вот, камеру ты сам не купишь, билет ты себе не купишь, проживание не оплатишь, транспорт не оплатишь, это все большие деньги. Вот. А продюсер хочет картинку здесь и сейчас, и поэтому, так как здесь сейчас ярких съемок не предвидится, потому что даже та война, которая здесь есть, она убивает людей, но она, скажем так, можно так цинично сказать, она не красочная. Вот. Тогда как там сейчас можно снимать классных мувиков, вот, и абсолютно красивую картинку оттуда загнать. Вот. Ну и плюс Сирия, это вся цивилизация оттуда зародилась, и там сейчас такие события развиваются. А вот ты что-то говорил, упоминал про арабскую весну. Что это? Арабская весна — это передел. Это теория управляемого хаоса, которую американцы еще в 90-х годах ее как-то... Сначала они ее начали практиковать, потом они ее как бы теоретически осмыслили. Это теория управляемого хаоса. Ну, сам капитализм, он в принципе по себе конечен. Вот. Коммунизм был написан как, ну, и придуман, и задуман Карлом Марксом. Это как следующая стадия за капитализмом. Ну, капиталисты, идея-то хорошая, но капиталистов же не спросили, а как же так? А плюшки-то хочется иметь. Вот. Союз пал, какое-то время и американская экономика вот, нехило так переваривала Советский Союз по уничтожению рынка здесь, уничтожению промышленности на наших территориях, формирование здесь новых рынков, интеграция. Подожди, маленькое уточнение. На наших территориях это на каких? Да, всего постсоветского пространства. Вот именно на территории СССР. Конечно, это была просто терра инкогнита для капитализма, ну, для капиталистического бизнеса, для капитала. И внезапно режим рушится. И это свободные территории туземцев, грубо говоря, малообразованное население в плане экономической деятельности, потому что все население Советского Союза было запилено на честный труд. Пошел свою смену, отработал на заводе, получил свои 120 рублей там, в месяц, на который ты спокойно живешь, ездишь в отпуск, и все нормально у тебя. И тут это все рухнуло, и все эти территории, это просто терра инкогнита, просто это клондайк, это просто золотая лихорадка, это просто сюда приезжали, начиная от распила на металл многих предприятий и войсковых частей, до продажи складов вооружений, которые пошли в Африку. Вот, в частности, практически вся украинская армия была распилена и загнана в Африку воевать. Вот. Это нефтегазовый бизнес, который тут же за бесценок был скуплен за счет обвала рубля, там за 100 миллионов долларов покупались нефтяные компании, ставились номинальные директора, а все деньги за эту продукцию оседали так или иначе в офшорах, которые также платили налоги
получается, в западный мир. То есть западная экономика, она просто получила такую землю, новую землю. Это просто клондайк был. Но за 23 года они подраспилили, подраспределили, подинтегрировали это все. И как бы вопрос стал в том, что, ну как Фукуяма говорил, конец истории должен прийти. Потому что вроде бы как рынки по всей планете сформированы. Справедливо, несправедливо, это третий вопрос. Но если не формируются новые рынки, нет новых инструментов для быстрого обогащения, ну, для привлечения, ну, извлечения больших прибылей. Вопрос, тут человечеству надо либо лететь на новую планету, либо новый материк открывать. Ни то, ни другое мы не можем сделать, потому что у нас материки все освоены, страны сформированы, вот. На соседние планеты мы не летим, потому что как бы сложно, дорого и хрен его знает, что там делать. В результате что делать? Ну, доктрина управляемого хаоса. В каждой стороне есть точки какие-то, наносится удар по этим точкам, режимы рушатся, и получается, что сторона, теряя, ну как бы уничтожая какое-либо государство, ты получаешь опять то же самое, что с Советским Союзом. Новый рынок. Ближний Восток — это кладовая по энергоресурсам, ну таким как углеводороды, да. Соответственно, любой обвал любого режима — это возможность войти в эту страну и нехило так заработать. Каддафи свергли, заморозили 400 миллиардов долларов его счетов, сказали, что передадим демократам, которые придут после Каддафи. Каддафи свергли, посчитали, сказали, наша операция по свержению Каддафи стоила там 399 миллиардов. Ну я так, грубо говоря, да, чтобы просто понимать объемы воровства. То есть списанные томагавки, которые уже и так или иначе нужно как-то распиливать, они были сброшены на ливийскую землю под высокие проценты. И, соответственно, страну сейчас Ливия при том же уровне добычи нефти занимает у МВФ 200 миллионов долларов на выплату бюджетникам, там, ну, на какие-то программы, да, бюджетные. Соответственно, что мы имеем? Мы имеем ситуацию России после распада Советского Союза. А это рынок сбыта. Соответственно, сейчас, когда они пытаются даже потом американцы восстанавливать эти страны, это тоже рабочие места для самих американцев. Деньги за восстановление разрушенной же американцами инфраструктуры тоже уйдут в Америку. Вот. И поэтому это просто была доктрина управляемого хаоса, постепенно переросшая в управляемый, ну как бы теперь уже задача ставится через создание вот таких вот радикальных группировок типа ИГИЛ. Ситуация выведена на противостояние религиозное. Таким образом, американцы сами по себе в Северной Америке изолированы от проблем межконфессиональных и межрелигиозных войн, потому что там как такового не было долгого сожительства двух принципиально разных религий. Там примерно одно и то же, ну как бы уровень религиозности не такой высокий, и доминирует все-таки христианство везде. Здесь же искусственно создается накал между христианами и мусульманами для того, чтобы запустить новый виток экономического кризиса, но уже на территории Европы. Вот. То есть Сирия — это первый звонок для удара по Европе, так? Это не первый звонок. Сначала была Югославия, где отработана была технология такой революции, потом Тунис, потом Ливия, Ирак. То есть, ну, Ирак там по-другому, там просто военная интервенция была, да? Вот. Сирия просто это камень преткновения, где здоровая страна уже 5 лет здорово оказывает сопротивление этому сценарию. Сирия просто, она как ком в горле у них стала, потому что они рассчитывали на то, что это все будет по ливийскому сценарию, быстрому сценарию, и они не ожидали, что правительство Башара Асада будет так крепко стоять, и что армия не развалится, и народ в целом поддерживает своего президента, несмотря на те лишения, которые он несет. Вот. А вот скажи, в чем ты видишь ключевое отличие русской весны и так называемой арабской весны? Арабская весна уже наступила или еще нет?
Я не понимаю смысла. Русская весна это что, типа мы из комы вышли, пробуждаем, медведь пробуждается, силы набирает? или что? Русская весна, ну то, что я подразумеваю под данным вопросом в текущий момент, это полуостров Крым, перешедший, ну как это, собственность, не собственность, а в территориальную ведомость Российской Федерации. Ситуация на Донбассе, когда Донецкая и Луганская республики, скажем так, захотели отделиться от Они Украины. не захотели отделиться, они 23 года ничего не хотели, они нормально жили, просто они почувствовали то, что, ну просто они воспротивились тому сценарию, который был предложен. То есть Майдан, почему-то вот западные украинцы имеют право свергать так или иначе избранную власть, да? Мгм. А Востоку запрещено подчиняться незаконной пришедшей власти. То есть народ стал против явного нарушения как бы правил общежития, да, то есть если брать государство как некое общежитие разных общностей людей, да, Мгм. то здесь были просто кардинальным образом нарушены права регионов Украины. И самые как бы пассионарные встали и сказали, что доколе, не хотим. Вот. А как такового русский народ здесь не поднимался и не восставал против Украины, потому что, ну как бы, ну не восставал он против украинцев именно. Никто же здесь не пошел резать украинцев по принципу, что это украинцы. Здесь сами украинцы, многие же ополченцы, это те местные, которые сами себя позиционируют украинцами, но теперь уже русскими просто в противовес тому, что там называется украинством. Ну и все. А сирийская весна это типа это эти шаблоны, вот сирийская весна, я почему не хочу аналогии проводить между русской весной, там, сирийской весной, это шаблоны, навешанные Западом. Шаблон, навешанный на сирийскую оппозицию, что это якобы народ восстает против тиранов ближневосточных, что полностью не соответствует действительности, что по сути своей чушь, навешиваемая на уши западному обывателю. Потому что для западного обывателя арабы это что-то вообще далекое, непонятное. Просто когда на эти демонстрации приезжали западные коллеги работать в Сирии, они их снимали, и тут же боевики, ну вот эти исламисты, они кричали: мы там за выборы, за это, за то, там за смену власти, демократические преобразования, либерализацию экономики, бла-бла-бла. Как только камера убиралась, лозунги были: алавитов на нож, христиан выгнать, законы шариата и бла-бла-бла. Но это уже камеры не показывали. Как и здесь вот. Кричали про европейский путь, но тут же, как только камеры отворачивались, а иногда не отворачивались, и тут же москаляку на геляку. Ну это же расизм, ну это... Ну, это двойные стандарты. Да, ну вот, и поэтому там повесили ярлык, что весна, типа восстание против тиранов, что не соответствовало действительности. Здесь повесили ярлык такой, что типа русские якобы подняли бунт против Украины. Ну это чушь. Люди просто, местные люди, просто не захотели жить по тем порядкам, которые навязывались майданной властью. Понятно. Вот скажи, как ты видишь дальнейшее развитие событий? Вот я имею в виду, ну, как со стороны, сверху, в общем и целом. То есть Донбасс, Сирия, где следующее выстрелит? Потому что Россию сейчас обкладывают вот этими локальными конфликтами. Сейчас ситуация на Донбассе заморожена за счет политического торга, который идет между американцами и Россией. Не по принципу, что Россия должна слить, мне вот эти панические настроения, они просто надоели. Я еще в Сирии 2 года работал, и все мне говорили, что Сирию слили, Сирию слили. Сейчас мы, мочим там, теперь начинается нытье здесь. Донбасс слили, Донбасс слили. Торг идет, как скажем, о новом миропорядке, который должен быть на планете. Нельзя просто... Если сейчас Россия и Америка в открытую схлестнутся, это будет конец света. Просто это надо понимать.
Ядерное оружие никто не отменял, оно есть, и оно, если как бы открытое противостояние, бах, и все, и конец. Выключили свет, все там умерли. Поэтому идет вопрос переустройства мира. Американцы взяли на себя роль такую, что они вершители судеб этой планеты. Они решают судьбы суверенных государств и народов как таковых. Они навязывают новые стандарты жизни, они формируют повестку дня. В качестве этой повестки дня было принято, что ослабить мировые экономики, чтобы поднять американскую экономику. Как бы получается, что наши элиты наконец-то поняли, что никакого мира с американцами. Мы там после падения совка рассчитывали, что типа вот сейчас наши элиты сольются с их элитами и настанет эра благоденствия. Человек не так сильно изменился за все века эволюции. Он остался тем же агрессивным приматом, который четко контролирует свои территории и желает подчиняться своим сородичам, а не пришлым. Вот. И американцы предлагают перекроить новый миропорядок так, что все должны поклоняться господам из Соединенных Штатов. Наши наконец-то поняли, что без своей страны они не будут элитой, они будут как бы просто расходным материалом. И вот наша страна встала на пути этого сценария. В том числе у нас есть союзники, это на данный момент Иран, Китай, у которых тоже свои интересы. Не надо понимать, что они сейчас полностью за нас, у них свои интересы. Но мы сейчас с ними союзники. Вот. И мы стараемся противодействовать тому сценарию, который разыгрывается американцами. Сейчас этот сценарий разыгрывается не то, чтобы Россия должна слить Донбасс, а Россия, получается, должна им уступить. Получается, сейчас инициативу опять отдать. Мы сейчас взяли на себя инициативу, показали за счет Сирии мощь своей армии, что не получится с нами так вот в открытую противостоять. Но американцы, я так думаю, готовят сейчас среднеазиатскую весну. Если разгорится среднеазиатская весна, а режимы там заслуживают того, чтобы их свергли, но опять же, свергнуто их не во имя блага, а во имя того, чтобы люди из Средней Азии были озлоблены и ломанулись, беженцы, на наши границы. То есть это, во-первых, гуманитарная катастрофа, во-вторых, радикализация ислама, ну и, соответственно, священную войну на территории, границы моей страны. Вот. Поэтому Украина, ситуация на Донбассе, она может быть либо заморожена американцами до событий в Средней Азии, чтобы как можно больше образовать фронтов на границе с Россией. Либо она может быть разыграна сейчас, чтобы нас отвлечь от Средней Азии и потом ее запалить. То есть тут сейчас идет, скорее всего, но это не инсайдерская информация, это мои измышления на эту тему. Но мне видится ситуация вот такой, что сейчас идет, как бы, получается, шахматная партия такая. А вот как думаешь, в какой стране оно выстрелит в Средней Азии? Я думаю, более близок к этому Узбекистан. Вот. Мне так кажется, что наиболее слабый режим сейчас там. Он очень сильный репрессивными методами, но идеологически и ментально он самый слабый. У президента нет сыновей, есть дочери, которые абсолютно как бы, ведут себя не как династия правителей, а как династия нуворишей, которые дорвались до денег. Вот. Плюс азиатские народы не очень-то склонны жить под управлением женщины. Вот. И развал армии, отсутствие нефти и газа, в том числе, в том количестве, которое позволяло иметь большие ресурсные деньги для того, чтобы удерживать власть. И ситуация может быть легче легкого разыграна, плюс нарушение прав человека, которых там просто видимо-невидимо. То есть режим не святой, режим пагубный. И вот разыграть там среднеазиатскую весну, по-моему, легче легкого. Все предпосылки для того, чтобы там это совершить, они есть.
Ну и вообще, если брать вот нашему среднеазиатскому региону, кроме Казахстана, который реально модернизировал свою экономику, который реально так двигается в правильном направлении модернизации страны и в выборе союзников, все остальные республики наши, они в очень плохом положении и очень склонны. Ведь именно узбеки, киргизы, таджики, азербайджанцы, их очень много сейчас в Сирии. Их там очень много, и они воюют, они набираются опыта, они понимают, как это все делать. Они, получается, проходят подготовку по захвату городов, по окапыванию. И, соответственно, если они придут в свои страны, где кроме как мусорского беспредела, им противостоять ничего не может. Вы сами знаете, что как что-то начинается, первые бегут с корабля крысы, это убегут гаишники и сдадут свои позиции сразу же полицейские и милицейские. Соответственно, при отсутствии армии с хорошими традициями, эти страны в самой большой такой опасности. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот как военкор, долго ли ты собираешься оставаться на Донбассе и к чему ты стремишься, работая здесь? Чего бы ты хотел? Я как раз стремлюсь к тому, что зная свою, такую успешную работу по сирийскому опыту, я понимаю, что я могу наладить такую же эффективную работу при ограниченных ресурсах. Для этого нужен я, деньги и все. Потому что я научу людей, я подтяну людей, я могу выстроить работу в этом направлении. И мне бы хотелось как раз помешать вот этому сценарию, потому что все эти сценарии зиждется на том, что население недовольно, и населению показывают простые рецепты, как улучшить жизнь. Убить, обезглавить, отобрать и поделить. Это самые простые мантры, которыми подкупаются население во всех регионах, где начинаются вот эти вот арабо-среднеазиатские весны. Соответственно, чтобы им противостоять, нужно вести работу со зрителем, нужно рассказывать ему на понятном ему языке, к чему приведет то или иное действие. Ну и, соответственно, вести информационное противодействие той агрессии, которую развязывают западно-либеральные СМИ против того мира, в котором живем мы. Вот. Я зная, что я это могу, я пытаюсь найти ресурсы, чтобы развернуть свою деятельность. Пока это не получается, я думаю, что все впереди. Либо получим все равно войну, и тогда буду просто делать классные мувики. Ясно, хорошо. Вот чего бы ты пожелал, какое бы наставление ты сделал военкорам? Те, которые уже есть, или те, которые стремятся ими стать? Да людьми оставаться. Не подставлять, не сбрасывать, не... Да главное людьми оставаться и чтобы все облетало вас, не зацепляло, не трехсотило, не двухсотило. Потому что, даже там Стенин, журналист, который погибший, который на передовую линию лазил в рубашечке, в джинсиках, так как-то... Уж я подставлялся под пулями, но он прям напрашивался, чтобы его подбили. Вот. И поэтому подходить с головой к съемкам. И понимать, зачем вы это делаете. Если вы тупо это делаете ради денег или ради какой-то пустой славы, то это неправильный ход. Нужно иметь какие-то сверхзадачи для своей работы. Вот. Если этих сверхзадач нет, а есть просто желание какой-то адреналин или еще что-то, это тоже ошибка. Потому что адреналин адреналином. Вот полезли вы, например, снимать что-нибудь, не понимая, зачем вы это хотите снимать.
Ну и вас прибаранило, и камеру вашу получил противник. И что он из этого вынесет? Он просто, ну, как бы ваше творчество можно в любой момент просто переиграть так, что надо оставлять после себя какую-то работу такую, которая все равно, находясь в зоне конфликта, даже если вы там из гостиницы вещаете, да, смерть может в любой момент, ну, как бы до вас достучаться. Вы должны просто понимать, зачем вы это делаете и что после вас останется. Если бэкграунд будет на том, что вы здесь слили, здесь продали, здесь настучали, то, ну, а зачем тогда этим заниматься? Ну, как бы прикончат вас, и дальше-то что? То есть это уже вопрос совести, не столько этики, сколько совести и убеждений. А этика есть, это совесть. Что вам еще? Ясно. Этический кодекс это фактически совесть. Просто люди любят свою совесть как-то умаслить. Типа, а что я мог сделать? А если все такие, почему я так не могу? Почему я должен быть другим? Вот. А по сути,